Это видео снято с целью найти бездомному котенку надежную семью с помощью зрителей нашего канала. Мы очень надеемся, что это видеообъявление увидит тот самый человек, который влюбится в малыша и захочет забрать его в свою семью. Но чтобы это произошло, нам нужна ваша помощь с распространением этого видео. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и распространяйте его абсолютно везде. Чем больше людей увидит этот выпуск, тем выше шанс, что у нас получится найти хозяина малышу. Сейчас я познакомлю вас поближе с нашим новым героем и расскажу его печальную историю. А потом мы с вами будем решать, что с ним делать. Обязательно досмотрите это видео до конца, это очень важно. Эта история произошла в начале августа, прямо на мой день рождения. Во дворе, где живут наши знакомые, внезапно появился вот этот малыш. Ты чё такая шпана? Котенок был страшно напуган, громко кричал на всю улицу и целые сутки не давал покоя местным жителям. Он был безобразно худой, хотя камера, конечно же, этого не передает. А еще этот малыш не понаслышке знаком с настоящим голодом. Когда ему выложили пачку корма, он торопливо глотал его кусками, практически не жуя, будто это первая и последняя еда, которую вот-вот у него отберут. Но с виду котенок выглядел достаточно аккуратно. Складывается мнение, что он до этого был домашним, либо жил где-то в более-менее чистых условиях. Внезапное появление котенка говорит о том, что скорее всего он стал кому-то не нужен, и его просто бросили здесь на произвол судьбы. А котенок маленький, ребенок еще совсем, не понимает, где находится, и поэтому кричит на всю улицу, зовет свою мамку. Есть еще вариант, что его притянули туда детишки. Возможно, кто-то хотел оставить его у себя, но родители не разрешили, и дети вместо того, чтобы вернуть туда, откуда и принесли, просто кинули котенка около подъезда. Гадать о его печальном прошлом можно до бесконечности, но в любом случае нужно было что-то делать, ведь жалко же, пропадет малое. Поэтому ребята вспомнили о нас и поспешили сообщить об этой истории моей маме. Маман как раз в это время прогуливалась с боссом и согласилась забрать малыша с собой, чтобы в будущем попытаться найти ему семью. Сидит так тихонечко, даже не рыпается. Спит. На руках пригрелся, ему тепленько. И он спит. Босс, иди тихонько. Уже второго подряд бездомыша приносит моя мама. Сначала Линду, а теперь и эту пушистую апельсинку. Глядишь, еще и канал у меня отожмет. Будет сама вам видосики клепать. Кузя, смотри, кого я привела. Кузь, Мишка. Смотри, Кузя. Как обычно, мама понесла мелкого на балкон, чтобы изолировать его от наших котов. Будем здесь жить. Поставила мисочки для еды, Нет, это не важно. принесла ему свежей водички и набросала по балкону игрушек. В переноску постелила покрывало, и получилась мягкая лежанка, в которой он будет спать. Затем надо сделать ему туалет. Мама нашла старый маленький лоточек для котят, высыпала в него кошачий наполнитель и поставила этот туалет подальше от еды. Сверху для запаха насыпала щепотку земли, чтобы уличный котенок понимал, что это его туалет. Забавно, что, оказавшись на этом балконе, котенок перестал кричать и звать своих потерянных родственников. Ему определенно понравилось это место, и покидать его малой не спешил. Чуть позже мама сообщила нам с Катей о неком сюрпризе на балконе, и мы поехали знакомиться. Привет! Ой, ты такой маленький. Малыш видел нас впервые, но был очень рад знакомству. Ну-ка иди сюда, иди я тебя поснимаю. Да подожди, дай ты тебя показать. Ну дай ты показать, какой ты такой шустрый. Покажись ты. Да... Котенок очень дружелюбный, не прячется, не боится людей, что уже очень здорово. Он сам ко всем бежит и полностью доверяет всего себя каждому из нас.
А пока мы наводим здесь порядок, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Мы с вами потихоньку приближаемся к 4 миллионам подписчиков, и только вы можете помочь ускорить это долгожданное событие. Жмите кнопку подписаться, кто еще не сделал этого ранее, и давайте попробуем добить 4 миллиона до конца года. Медузе больше кажется по размеру. Так, навели порядок. Все лишнее поубирали, сделали такую комнатку для него. Сейчас будем кормить тебя. Иди кушай. Оп, большой. Молодец. Иди. Могешь. Кушай, кушай. Кости торчат. Теперь котенок будет временно жить на этом балконе, пока мы с вами не найдем ему нового хозяина. Теперь это его гостиничный номер с многоразовым питанием, оздоровительными процедурами, видом из постели прямо на водопады и всеми возможными удобствами, за которые ему даже платить не надо. Надеюсь, малому там будет уютно проводить время в ожидании своих будущих и постоянных опекунов. Котенок очень красивый, с приятным полосатым окрасом. Шерсть пушистая, а сам он довольно немаленьких размеров. Скорее всего, вырастет большим пушистым котом с крупными лапами. Только взгляд у него какой-то грустный. Мы даже между собой прозвали его грустным котенком. Наверное, все дело в расположении его глаз, из-за чего взгляд кажется слегка грустноватым. Но несмотря на все это, котенок необычайно веселый и максимально ручной. Он буквально падает к нашим ногам и выворачивается наизнанку, показывая нам свое восхищение от нашего присутствия. Либо малыш все же вырос с людьми и поэтому привык к рукам, либо он такой сам по себе. Но в любом случае ему очень нравится контактировать с человеком, и я почти уверен, что это останется у него навсегда. Этому поросенку еще бы классного человека, чтобы доброго и такого же веселого, как и он. Вот это получилась бы восхитительная парочка. Ты же не смотришь, куда идет. Эй, обезьянка. Обезьянка. Куда плывем? Куда плывем? Сейчас с тобой поедем к врачу. Потом будем мыться. Мама говорит, блох у тебя много. Теперь наша основная задача на ближайшее время – показать мелкого ветеринару, чтобы проверить состояние его здоровья, проконсультироваться по поводу дегельминтизации, а также просветить котенка на лишай. Ну и, разумеется, узнать, что делать с тем отрядом вредителей, которые незаконно поселились в его шубке. Ой, привет. Не надо прыгать. Стой. Ты что? Ты что так прыгаешь? Ты еще маленький. Да, не Мишка так себя не вел. Он никогда не выпрыгивал. Сейчас подожди, мы с тобой сейчас поедем к врачу. К врачу поедем, показывать тебя будем. Ой, ты красавец. Красавец такой. Куда плывем? Ой, худое. Худое, о. В руке помещается этот мочевой пузырь. Тебе повезло, что сейчас не зима. Была бы сейчас зима. Ух ты бы тут. Ты бы тут немножко примерз. Че ты такой грустный? У тебя такая мордашка грустная. Его даже гладить неудобно, потому что он малой, его сносит. Ну что, придется собирать переноску. Ты вот один маленький такой. Вот в такой здоровый перенос еще поедешь. Представляешь? Очень хороший, очень ласковый, кушает все подряд. Ходит в горшок. В горшочек ходит. Давай покажем. Раз лужа, там еще лужа. Мама говорит, тут блох немерено, просто ужас. Пока доктор нам добро не дал, мы не можем тебя мыть. Если доктор даст добро, ну тогда и будем мыть. Ну что, давай. Вот эта вот огромная переноска сейчас будет его маленьким домиком. Вот так. Помогаешь мне? Помогаешь мне, котик. Ай, котик маленький. Давай, давай, спиной заходим в дом. Давай, заходим. Вот так.
Сейчас поедем с тобой. К врачу поедем, покажем тебя. Ой, сколько песка там от него. Обалдеть. Поехали. Все, я закрываю тебя временно. В переноске мелкий сидеть не хотел и всеми силами пытался сплавиться на свободу. Видать, это первая переноска в его жизни, и очень похоже, что наш новичок боится замкнутых пространств. Мишка, кстати, тоже клаустрофобишка, а вот другие как-то более-менее спокойно сидят в клетке. На улице котенок с любопытством смотрел в окна своего космического корабля. За эти 2 суток он будто отвык от городского шума и уличной суеты. А когда мы зашли в общественный транспорт, котенка что-то напугало. Малыш прижался к донышку своей переноски и жалобно мяукал. Мы рассказали доктору, что котенок уличный, что его прошлое нам неизвестно, но мы хотим попытаться устроить его будущее. Рассказали, что котенок довольно активный, кушает хорошо, в лоток ходит как положено и проблем со здоровьем вроде не наблюдается. Только вот тьма блох в шерсти, от которых нужно как можно скорее избавляться. А еще проверить его на лишай, глянуть ушки и прочие детальки первичного осмотра. Доктор стетоскопом послушал дыхание ребенка и сказал, что все вроде бы неплохо. Дыхание правильное, но слегка жестковатое. Это говорит о том, что котенок, скорее всего, недавно чем-то переболел. Видимо, успел подцепить инфекцию, пока ползал по тем кустам. Далее измерили температуру, и она оказалась в норме. Это уже радует. Затем доктор достал весы и положил на них нашу мандаринку. Прибор показал 800 грамм счастья. Потом нашему пупсику приготовили темную комнату для просвета на лишай. И в этот момент меня страшно напружинило. Это были самые волнительные минуты за весь прием. Я боялся, а вдруг сейчас проявится какой-нибудь лишай, будь он не ладен, и снова начнется вся эта карусель. Наши постоянные зрители знают историю с лишайными котятами, когда мы полгода не могли вылечить у них эту гадость. А этот паренек тоже ведь уличный и вполне мог подцепить в кустах эту заразу. Но, к счастью, доктор нас обрадовал, что не видит никаких заражений. Вроде все чисто, а значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И это чудненько. Ну что же, в целом котенок в норме. Сделать более широкое обследование в нашем городе возможности нет, да и поводов для этого тоже не наблюдается. Нам дали несколько полезных рекомендаций, выписали несколько препаратов и наконец-то разрешили помыть это пушистое чудо. Блохастик выражал в адрес доктора неимоверные благодарности от всей сердечно-сосудистой системы за то, что тот не делал ему никаких укольчиков. Но нам пора идти дальше, ведь у нас еще сегодня очень много дел. Сразу после врача надо заскочить в зоомагазин за ништяками, чтобы задобрить котенка после всех сегодняшних беспокойств. Взяли малому несколько игрушек, чтобы ему было веселее коротать вечера на своем балконе. Сейчас пойдем, не кричи. Ну чего ты кричишь? Ну сейчас.
Сейчас пойдем. Набрали ему вкусняшек для поднятия настроения, взяли шампунь для котят и капли от блох, чтобы потравить всю живность после купания. Мы представляли, что сейчас придем домой, первым делом его постираем, отмоем от уличной грязи и приведем в порядок. А когда он подсохнет, нанесем ему капли от блох, чтобы уже к вечеру все эти вредители перестали кушать нашего героя. Но все пошло совсем не по плану. Просто смотрите дальше. Ну все, идем домой. Врач дал добро, сейчас мыться будем. Так уже просите на свободу, маленький. Сейчас придем, сейчас. Смотри, я тебе покажу. Мы даже под дождь, возможно, попадем. Помоемся раньше, чем планировали. Все, пошел дождь. Нам хана, ребят. Попали под дождь, представляешь? Попали под дождь с тобой. Все. Да все, мы уже пришли, успокойся. Что ты такой? Все, я тебя сейчас выпущу, подожди. Все. Подожди. Все. Я тебя освобождаю. Иди. Выходим. Выходи. Ну, все? Что кричать было? Жив-здоров, вернулись домой. Красота. Кричал. Что кричать было? Что было кричать, спрашиваю? Сейчас тебя еще мыть будем. Я тебя обрадую. На этом все не закончилось. Все, довольны, домой приехали, ура! Если ты хотел в лоточек, самое время. Давай. Может, ты в туалете хотел? Воспользуйся шансом. Не хотел. Не хотел, так что орать было? Он просто боится замкнутого пространства. Боишься замкнутого пространства? Братан, сейчас мы тебя скоро мыть будем. Иди пока отдохни, полежи, сил наберись. Затем мы пошли настраивать ванную для водных процедур. Подготовили полотенце, которым будем вытирать котенка, настроили подходящую температуру воды и поставили неподалеку шампунь для котят. Осталось принести малыша и начать физическое и духовное очищение. Сейчас посмотрим, как этот костлявый плавун будет вести себя с водой. Да, а все уже. Ну и что? Ну тепленькая же водичка, ну тепленькая, ну что ты врешь? Похоже, это прекрасное создание с грустными глазами входит в число тех, кто не любит воду. Котенок громко голосил и стремился уйти от происходящего. Ну чего ты кричишь? Ну что? Водичка тепленькая. Катя тебе массажик делает. У тебя вон блок, посмотри, сколько. Ему не понравилось быть мокрым, и он звонким голосом настаивал на завершение пенной вечеринки. Но мы должны хоть немного почистить нашего рыжего майдадырчика перед решающей битвой с вражеским блошиным войском. О, сколько блох. Обалдеть. Ты посмотри, это ты вот это вот все носишь на себе. Вот смотри, они на башку побежали все. Короче, у нас опять блохастый видос. Вон блохи бегают. Весь в блохах. Когда ты их успел пособирать всех? Ты ж там не так долго бегал. Пару дней. Оба. Все. Покажись.
Ползет прям, ну прям сейчас прыгнет. Где? Во. О, блин. Затем, пока блохастик сохнет, мы достали капельки от блох и заглянули в инструкцию. А там написано, что оказывается нельзя пока котенку эти капельки. Слушай, а тут написано, что котятам и декоративным кроликам моложе 10-недельного возраста не разрешается. А ему сколько? Получается где-то 7-8 недель. Ему нельзя. Короче, капли можно только котятам от 10-недельного возраста. А наш рыжий хулиган пока еще моложе, и ему нельзя давать капельки. Пока он подрастет до нужного возраста, все это время блохи будут жить в его шерсти и, соответственно, продолжат грызть его тело со всех сторон. Чтобы этого не происходило, нам придется опять доставать блошек своими руками. Мы с Катей посоветовались и решили не терять время. По старинке берем обычное ведро, наполняем его горячей водой из крана и для подстраховки подливаем кипяток из чайника. Назовем все это коктейль блошиный. Наши постоянные зрители знают, зачем все это нужно. Далее бежим с котенком и ведром горячей воды в самую светлую комнату, желательно без других животных, и начинаем зачистку территории от врага. Так, уже 2 есть. 3. Сейчас там их будет сотни, потому что у котенка их очень много, и они его закусали, потому что я обращал внимание, как он играет здесь со своей мышкой. Тише, тише, ну ты хоть сиди спокойно. И вдруг ни с того ни с сего начинает себя грызть. Резко, потому что его кусают со всех сторон. Пока сейчас Катя подостает блох, потом мы потравим ему остатки блох, потравим капельками. Там что-то под глазом у него шевелится. Тут их много. Обалдеть, но сколько их невозможно достать. Что-то как-то он еще сопротивляется, и я уже разучилась этим заниматься. 2 года блох не доставала. Конечно же, мало кому нравится этим заниматься, и мало кто с удовольствием потратил бы несколько часов на поиск и уничтожение каждой блохи. Ну а что еще делать? Капли пока нельзя, шампуни блох не убивают, а эти заразы продолжают размножаться и пожирать котенка. Поэтому встает выбор: либо оставить все как есть, либо взять все в свои руки и хоть немного уменьшить их количество. Малой, ты бы вот спокойно бы сидел, и все бы было окей. Может его чем-то подвлекать, не знаю. Ну, посмотри, он вообще не дается. Катя, он уже, мне кажется, высох. Да, подсох уже. Надо его опять намочить сходить. Подожди пока. Потому пока что они же сейчас бегать будут. Пока сидит. Так, вот у нас уже собралась небольшая компания. Коллекция, да. Катя потихонечку достает. Их там очень много. Мне кажется, даже больше, чем у Марти. Надо мочить его. Ну, в смысле водой. Тебя надо мочить водой. Сейчас очень жарко, и поэтому кот высыхает моментально. Просто обалдеть. Ты пособирал всех блох. В ведре плавали первые неудачники, которым не повезло познакомиться с ловкостью Катиных рук. Не нравится на мордочке ему. Если бы еще виновник торжества спокойно лежал на одном месте и не елозил в попытках сбежать, то эта и без того не особо приятная процедура могла бы протекать гораздо легче. Сиди, блин, уши внутри грязные. Ну, мы потом ватками помоем внутри. Ну, правда, такой грустный котенок, вот у него взгляд такой грустненький. Прошло 3 минуты. У нас тут уже собралась небольшая компания. Сколько их тут? Таких тут и было много. Хватай всех. У тебя уже опыт. Угу. Кстати, многие пишут, типа, это ж все делать в перчатках надо. Это неудобно, как это можно делать в перчатках. Катя, мочить его надо. Покажи свою мордачку, бляхастую свою мордачку. Я не могу Кате помочь, кстати, потому что я держу камеру и держу свет, чтобы было лучше видно. Вон, уже как высох быстро. Угу. Обалдеть. Потому что полулысый еще малой. Полулысое малое. Бляхастик, лизенький бляхастик маленький. Мне очень интересно сейчас, сколько в итоге здесь будет товарищей, потому что поступают и поступают. Вода остыла? Ну, конечно, как она остынет в такой жаре. Мочить его надо. Котенок высох, и блохи снова стали подвижными и активными, поэтому пришлось по новой мочить его шерсть. В намокшей шерсти блох намного проще обнаружить и поймать. Я думаю, не стоит объяснять почему. Главное, чтобы не намокли ушки. Они не любят, когда в ушки вода попадает.
Плывем. Оперативненько. Все, сиди. Сиди спокойненько. О. Побежали сразу, как намокли. Как намокли, так сразу. Колотится. В воздухе гулял дух прошлого. Снова этот балкон, снова белое ведро с горячей водой, снова рыжий котенок и на нем стая блох. Весь этот боекомплект на мгновение будто отматывал время назад, словно сейчас лето 21 года, а в полотенце укутан наш маленький Марти. Слишком сильное дежавю или вообще обман зрения. Давай буду тебя мышкой заманивать. Пока Катя достает блок, заманиваю мышкой его внимание. И внимание, спасибо за внимание. Хоть немножко сидит. Хоть немножко сидит. Грустный котенок. Ну реально, такой грустненький, такая мордашка грустненькая такая. Катя там блох достает, я тут его удочкой отвлекаю. Блох все больше и больше, а их еще не меньше и не меньше становится на нем. Становится меньше. Становится меньше? Угу. Ну, слава богу. Я тут на днях прочитал одно забавное исследование, в котором утверждается, что одна блоха в среднем за день совершает около 400 укусов. 400 укусов в день, и это только одна. А теперь представьте, когда все. Все те, что еще на котенке и уже в ведре. Все те, кого мы смыли в ванне вместе с шампунем. Все те, кто сами напились и давно отвалились от старости, и которых котенок успел загрызть. Итого, если верить исследованию, котенок испытывал десятки тысяч укусов в день. Я даже боюсь представить, какой это дискомфорт. А еще эти гадости размножаются со скоростью света. Замурлыкал, засыпает, когда берешь его как кошка. Угу. Видимо, норовится. Норовится. Оп. Рот открыл. Ну что делать, братан? Ну так приходится, ты не первый и, скорее всего, и не последний. Все котята вот уличные, они почему-то все такие блохастые. У Мишки, вот, ой, у не Мишки. Катя, по-моему, у него вообще блох не было, да? Я говорю, почему-то у котят больше блох, чем у взрослых. Вот мы не Мишку, что же, он же прожил всю жизнь на улице, он вырос на улице. У него мало было очень. Но он даже вот в детском возрасте не насобирал блох. Может, они как-то вычухивают? Может, он и не вырос, может, его выбросил кто? Ну, он давно был там. Может быть, он обрабатывался когда-то. Ну, стой, я не знаю, стой, в общем... Стой. У Немишки... Сашка убегает. У Немишки мы даже, по-моему, не травили или травили? Не, мы по-любому травили. Мы всех травили. Но не сразу, я имею в виду. Мы его мыли уже потом, намного позже. Хватай ее, она... обижает нашего котика. С каждой минутой блох в ведре становилось больше, а на котенке соответственно меньше. Одни кровопийцы плавали на поверхности, другие почему-то сразу шли ко дну. Но главное, что они уже никому и никогда не сделают ни единого укуса. Тело котенка постепенно очищалось от вредителей, а это значит, что если его и будут кусать те счастливчики, которых мы, возможно, и упустим, то таких укусов станет неизмеримо меньше. Половина смылась, половина подоставали, а все остальное мы капельками нам дали добро на капельки. Ну все, поздравляем тебя, ты теперь стал чище. Пошли ушки чистить. Иди сюда. Ой, чудик. Ой. Посмотри, какие ушки грязные внутри. Так, давай я тебя буду держать, потому что ты... Разбаловался. Ну что ты разбаловался, ну? Ну кто ж так делает, ну? Ну кто ж так делает? Находимся здесь тихонечко. Находимся. Сейчас ушки твои почистим, будешь вообще красавчик. Они внутри чистые у него. Они только вот здесь, а внутри посмотри, беленькие. Ну, нормально. Покажи, да. Нету клеща никакого. Красота. Фу-фу-фу. Все. Следующее ушко. Локаторы эти. Вон грязное, видишь, оно вот здесь. Ну, вот. Это грязь, наверное, уличная. Так, убери. Да? Это просто грязь. Куда собрался? Давай сейчас покормим его с тобой. Это вот у нашего маленького котеночка вот такая миска. Старенькая. Это миски, наверное, больше лет, чем мне. На. Кс-кс. Идем. Понимаешь? Понимаешь свою хавку? Иди.
Иди кушай. Иди кушай. Давай кушать. Молодец. Все, еще водичка тебе. Водичку сюда рядом. Все, кушай. Немного позже, предположительно через 2-3 недели, мы нанесли те самые капельки, которые поставили финальную точку в нашей сегодняшней битве. А также проглистовали малыша, и теперь можем предлагать эту прелесть кому-то из вас. Если вам понравился этот малыш и вы хотите забрать его в свою семью, если вы ответственный человек и любите животных, пожалуйста, напишите нам. Ссылки для связи с нами я оставил в описании к этому видео. Мы находимся в Беларуси и готовы лично привезти его прямо к вам домой абсолютно бесплатно. С вас только забота, надежность и любовь. Давай. А кто не может забрать малыша, но также хочет нам помочь, поделитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями. Опубликуйте его у себя в соцсетях и раскидайте везде, где только возможно. Нужно, чтобы как можно больше людей увидели этот выпуск, а для этого нужно его распространить. Как только мы найдем малышу хозяина, я сниму видео, в котором все расскажу и покажу. Давайте сделаем все возможное, чтобы подарить этому красавчику билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать.